Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И сегодня я буду рассказывать вам о моем эксперименте, как я сейчас хочу получить новые сорта сансевьерий, скрещивая разные сорта. Немного расскажу вообще о процессе, покажу немного мой результат. Конечно, еще долго, еще примерно год мне нужен для окончательного завершения опыта, но опять-таки я хочу поделиться моими наблюдениями, и может быть кто-то из вас заинтересуется таким тоже способом разведения, выведения сортов или, так сказать, получения потомства для продаж, например, да, или просто для удовольствия, для себя. Посмотреть, как это делать. Смотрите, наши все сансевьерии цветут, да, это цветущие растения, они прекрасно зацветают периодически, розетка после цветения не умирает, она становится, так сказать, непригодной для дальнейшего развития. То есть центр розетки не будет больше развиваться, как максимум она будет давать детку. Но сансевьерии не погибают. Очень часто спрашивают такой момент, да, погибают ли они или нет. Нет, не погибают. Цветут они обычно несколько дней всего, то есть они очень долго набирают цветонос, да, появляется цветонос, появляются небольшие цветочки. Они невзрачные, бело-зеленого цвета, но зачастую бывают ароматные. Могут пахнуть жасмином, могут пахнуть какими-то тропическими фруктами, парфюмом. Некоторые сорта не имеют запаха, по-разному у них у всех. Открываются эти цветочки в вечернее время. Часов после 7 вечера начинают они открываться, и к утру они закрываются. То есть, как мы понимаем, опыляются они в это время, в ночное время. Да, их опыляют какие-то насекомые, скорее всего, в природе, в натуральной. Так вот, если у вас есть какой-то сорт, который вам нравится, да, очень часто я вижу фотографии даже в Инстаграме, люди выкладывают, что у них цветут сансевьерии. Если у вас есть какой-то сорт, любимый вами, и вы хотите получить большее потомство, вы можете опылить цветонос, произвести, так сказать, самоопыление. Да, это первый пункт, о котором мы поговорим. У любого цветка есть пестики и тычинки. Да? И нам нужно, чтобы с тычинок, грубо говоря, с мужских органов, да, попала пыльца на пестик. Женский орган половой для размножения. Когда с тычинок попадает на пестик, происходит оплодотворение, и мы получаем плод в будущем. Так работает, да, биология для любых растений, для плодовых культур, для всего. Также у нас это работает и для сансевьерии. То есть, если у вас есть, грубо говоря, сансевьерия кирке капертон, да, вот такая, капертон, каньон, гранит, все еще называют. Нет, это капертон, каньон, гранит это другая, что-то я путаюсь. В общем, например, она зацвела, появились цветочки. Мы берем кисточку небольшую, и с одного цветочка собираем пыльцу аккуратно, переносим на другой, переносим на другой, переносим на другой, переносим на другой. И так мы можем опылить до бесконечности, сколько у нас будет цветочков. После чего начнут завязываться плоды, друзья. Они начнут завязываться, это я уже проверил на себе. Я вам сейчас дальше покажу мои плоды, что у меня есть, и расскажу, что сделал я. Да? То есть, итак, мы получаем плоды, они завязываются и созревают в течение примерно полугода. Когда плоды становятся абсолютно такие красно-оранжевые и начинают уже сами отпадать, мы их оббираем и высаживаем сразу в грунт. Их не нужно проращивать в воде, еще что делать. Очищаем от мякоти, да, оставшиеся, можно сказать, промыть, слегка просушить и посадить в грунт. Схожесть у них достаточно высокая. Через несколько месяцев появятся первые сансевьерии. Получатся они абсолютно здоровыми, абсолютно крепкими и пойдут по сорту, друзья. Очень легкий способ получения новых растений от любимых вами представителей вашей коллекции, например. Следующий способ, он еще более интересный, друзья. Как получить сансевьерию абсолютно новую, несуществующую, грубо говоря, в природе, вывести новый вид. Для этого нам нужно будет два растения, цветущих. Пыльца, по моему личному опыту, я заметил, должна быть свежей. Потому что я опылял пыльцой, которая уже была собрана какое-то время назад с растений, да, и схожесть получилась крайне невысокая. Я вам покажу на моей сансевьерии парвы. Вы можете видеть ее на экране. Сансевьерию парву я опылил пыльцой от сансевьерии Массанианы. Массанианы Вейлфин, которую я вам дальше покажу тоже. Я опылил ее, эту сансевьерию. И вот у меня образовалось всего 3 плода. У нее схожесть крайне оказалась невысокая. Возможно, еще зависит это от сорта растений. Да? То есть, может быть, парва она более слабая и не потянула больше плодов. Но вот 3 осталось, несколько отвалились. Также я взял сансевьерию вот Массаниана Вейлфин, вот такую, не эту конкретно. Я не хочу их носить по комнатам, да, сансевьерии с плодами на всякий случай. Мало ли стресс как-то подействует, начнут осыпаться, поэтому я их вообще не трогаю, максимально не трогаю. Вот такой сансевьерию Вейлфин, покажу покрупнее, очень большая. Вот такой куст у меня есть. И такой же куст у меня наподобие живет в прачечной комнате. Она выдала огромный цветонос, огромнейший, мощный. И я, вы знаете, захотел его опылить.
И я поехал в садовый центр, и там мне подарили, я просто подошел на кассу, говорю, продадите мне цветонос от Sansevieria Black Gold. Sansevieria Black Gold очень похожа на вот эту, это Gold Flame. Black Gold, она очень похожа на нее, тоже варигатная, желтизной такой, да, красивой, но чуть меньше. И мне подарили цветонос свежий. И я, пока цветочки открывались, в течение нескольких ночей, даже срезанный цветонос, они все равно открывались, каждый вечер закрывались. И я прям брал цветочки, вы можете видеть в кадре меня, мое изображение, брал и опылял, то есть цветочка на цветочек. Если у вас два растения, например, живой цветонос, да, растущий на вот такой сансеверии, и цветонос на массаниане, то, конечно, срезать цветонос ни в коем случае нельзя. Можно опылять, берем пыльцу с тычинок с одного растения, переносим на пестики другого растения. Это называется перекрестное опыление, друзья. И в этом случае мы можем с вами вывести абсолютно новый сорт сансеверии. Да-да. Это такая техника используется обширно и часто в Азии, да, когда мы видим постоянно какие-то новые сорта, они постоянно появляются, у них какие-то такой, вроде бы похож на вот этот, но с чем-то другим. Они их так скрещивают, у них там постоянно кто-то цветет, они их постоянно скрещивают между собой, проводят селекцию, отбирают лучшие варианты. Мы, конечно, не можем быть так привередливы, да, там, например, из сотни растений оставить два самой лучшей варигатностью, и после этого их продолжать размножать и выставлять как новый сорт, но попробовать интересно. Так вот, я скрестил, грубо говоря, будем считать, что вот этот сорт, да, Black Gold, это Black Gold Flame, но будем считать, что это он. Я скрестил эти два сорта. И какой должен быть финальный результат? Материнское растение, изначально мы сразу не можем этого знать, кто будет матерью, кто будет отцом, да, несмотря на то, что, например, пыльцу мы взяли отсюда, неизвестно, они сами решат. То есть 70% генетического материала получится от матери, какое растение будет доминирующим в этой композиции, и это нам даст форму. То есть, если эти два растения скрестили, и это оказалось матерью, да, в моем случае, надеюсь, так и будет, как там, fingers crossed, пальчики скрестили, я надеюсь, это будет матерью, то 70% формы передаст она, а 30% генетический материал от отца, от материнского растения, грубо говоря, это будет цвет. То есть мы можем получить с вами высокорослую сансеверию Veil Fin, да, вот такую массаниану, варигатную. То есть это будет что-то интересное. Либо это может быть сансеверия такой формы, да, и получит материал она от этой сансеверии, и она будет просто зеленая, какая-то очень же скалистная, с какими-то пятнами, как вот представлены на сансеверии Veil Fin, что тоже достаточно интересно. Причем на одном растении плоды могут быть разные, то есть они не будут все абсолютно одинаковые. Поэтому азиаты что и делают, да, они проводят селекцию, когда они уже собрали эти плоды, посадили их, прошло время, у них все выросло, и они смотрят самые красивые варианты варигации, цвета, которые им нравятся, они их отбирают. Остальное все, к сожалению, они уничтожают, дабы не было конкуренции, дабы не было, так сказать, порчи генетики, порчи породы. Да? Но мы с вами можем это все оставить и посмотреть. Если у нас получится, например, 20-30 семян, мы можем получить абсолютно разные 20-30 растений, схожих между собой, но все равно разных. На мой взгляд, это очень интересная вещь. Вы можете видеть, да, мою сансеверию массаниану с ее плодами. Она, кстати, оплодотворилась шикарно. Я не ожидал, честно сказать. Я на ней использовал свежую пыльцу. Да, я произвел на ней несколько цветочков, я самоопылением произвел. Несколько цветочков я использовал со старой пыльцой сансеверии лауренти. Не знаю, насколько они прижились или не прижились, потому что сейчас уже сложно сказать по количеству плодов. И также все остальное было от сансеверии Black Gold. Практически 95% сансеверия Black Gold. Она начала набирать очень активно плоды. Некоторые плоды в процессе, немного на самом деле, по крайней мере на данный момент, не знаю, как будет дальше, начали очень быстро становиться оранжевыми. Я думал, что они начали созревать, но нет, они начали отсыхать. Вы знаете, как, например, у плодовых растений, деревьев, например, вишни или какой-нибудь там абрикосы, да, они же тоже могут, их хорошо очень опылили, но дерево не тянет такое количество плодов, они начинают осыпаться. Зеленые вишенки осыпаются, да, то есть растение само решает, сколько ему вынашивать, так сказать, вызревать этих плодов, да, и какие-то отпадают. Также и у сансеверии. Но пока держится, я даже не знаю, не считал, но, наверное, штук 40 там есть этих плодов. И я буду дальше следить за развитием событий и буду держать вас в курсе. Но очень хотелось поделиться, и опять-таки это не какая-то не тайна, хотя можно было как тайну использовать, но я решил с вами поделиться. Так что, друзья, если у вас есть сорта, или, например, у вас кто-то зацвел, супер красивый, как я сказал, можно самоопылением произвести, будут плоды, будут потом растения такие же через какое-то время. Да, это не быстрый процесс, но очень интересный, на мой взгляд, для нас, цветоводов-любителей. Либо вообще интересно, если скрестить два сорта, пусть даже не самых оригинальных, да, например, представьте, если бы мы скрестили с вами вот капертон, который, да, такой коричневый,
похожий, кто-то говорит, вообще мертвое растение, коричневый интересный сорт. И вот такой вот, например, Gold Flame. Представьте, какая красота из этого может получиться. Это ведь будет какая-то бомба. И, например, у нас как быть, например, да, если у вас всего одно растение цветет, то можно поискать на каких-то сайтах продаж. Часто люди продают растения с цветоносом. И можно купить цветонос. У меня подруга одна, она в итоге не купила, она не стала заморачиваться, но она договорилась, что могли ей продать цветонос. Вам самое главное получить пыльцу, желательно, чтобы она была свежая. То есть, если вы на каком-то сайте находите, а если у вас две цветет, так вообще никого просить не нужно. Сами между собой опылили. И пыльцу, если у вас, например, одно отцветает, а другое только начинает зацветать, можно пыльцу собрать, прям цветочки аккуратно, цветонос резать, убрать аккуратно в холодильник. То есть она так подольше сохранится. И попробовать опылить. Я думаю, что-то все равно опылится. Как на моей парве опылилось всего несколько плодиков. Я думаю, это еще из-за самой парвы, что она слабая санса сама по себе. Но опылилась. И пыльцой, которая уже была от отцветшей на тот момент сансеверии Масанян и Вейлфин. Все, друзья, вроде бы все рассказал. Берите на заметку, если есть какие-то еще вопросы, пишите комментарии, чем могу, помогу, отвечу. Да? На мой взгляд, это супер интересная вещь. И все. Желаю всем добра, успехов. Творите, создавайте новые сорта. И всего вам самого доброго. До новых встреч. Пока-пока.